Молодая девушка возвращалась домой на велосипеде после рабочего дня, но в этот момент она даже не подозревала, что только что познакомилась с мужчиной, который через несколько часов устроит настоящий кошмар. Никто тогда не знал, что эта встреча запустит одну из самых невероятных историй побега в Японии. Человек, который потом 2,5 года будет скрываться от всей полиции страны, работать на стройках, жить на необитаемом острове и изменять свое лицо ножницами и канцелярским ножом прямо в общественных туалетах. Линдси Хокер приехала в Японию, чтобы начать новую главу своей жизни. 22-летняя девушка из Англии всегда мечтала о путешествиях. Она хотела преподавать английский язык, изучать традиции страны и просто жить спокойной жизнью. Линдси быстро освоилась в Токио. Ее улыбка, доброта и энергия покорили и коллег, и учеников. Все вокруг отмечали, как легко она находила общий язык с людьми. 25 марта 2007 года начиналось как обычно. Линдси закончила занятия и отправилась домой на велосипеде. В этот момент к ней подошел мужчина. Он назвался Тацуи Тихаси и попросил провести индивидуальный урок английского языка. Разговор произошел на улице недалеко от станции. Линдси согласилась. Они договорились встретиться в ближайшем кафе. Урок прошел спокойно. Тацуи вел себя вежливо. После занятия он сказал, что не взял с собой деньги. Мужчина предложил взять такси и заехать к нему в квартиру, которая находилась всего в нескольких минутах езды. Линдси немного засомневалась, но все же согласилась. У дома девушка попросила водителя подождать несколько минут. Она зашла в подъезд с Тацуей. Прошло 7 минут. Девушка так и не вышла. Таксист подождал еще немного и уехал по следующему заказу. В тот момент никто не придал этому значения. На следующий день Линдси не появилась на работе. Она не отвечала на звонки и сообщения. Друзья и коллеги сразу почувствовали неладное. Они тут же начали обзванивать общих знакомых и проверять все места, где девушка могла бы находиться. Вскоре информация дошла до полиции. Правоохранители быстро установили связь с Тацуи Тихаси и отправились по адресу его квартиры в городе Итикава префектуры Тиба. Когда полицейские вошли в комнату, их встретила тяжелая тишина. Они обыскали помещение и вышли на балкон. Там стояла большая ванна, наполненная смесью песка и компоста. Из этой смеси виднелась человеческая рука. Там следователи обнаружили тело Линдси. Одежды на девушке не осталось, а одна из ее рук была привязана веревкой. В этот момент в квартире находился Тацуи и Тихаси. 9 сотрудников полиции окружили его. Казалось, задержание пройдет спокойно, но в следующее мгновение маньяк резко вырвался. Он выбежал из квартиры босиком и бросился на улицу. Полицейские сразу кинулись в погоню. Тацуи выскочил из подъезда, перепрыгнул через забор и скрылся в лабиринте узких переулков. Погоня продолжалась несколько минут, но мужчина сумел оторваться. Он оставил после себя рюкзак с деньгами, личными вещами и другими следами. Полиция немедленно объявила масштабный розыск. Фотография Тацуи Тихаси появилась на всех телеканалах, в газетах и на уличных плакатах по всей стране. Общество было в шоке. Молодая иностранная учительница, которая приехала делиться знаниями, стала жертвой маньяка. Родители Линдси, Билл и Джулия Хокер немедленно прилетели в Японию. Они хотели быть рядом с дочерью и помочь следствию. Семья находилась в состоянии полного отчаяния. Тем временем эксперты тщательно работали на месте преступления. Они собирали всевозможные доказательства. Следователи понимали, что преступник пытался скрыть тело жутким способом, чтобы выиграть время. Линдси всегда была полна жизни. Она любила Японию, уважала местные традиции и строила планы на будущее. Теперь вместо этого страна говорила только об одном:
о мужчине, который исчез прямо из рук полиции. Тацуя Тихаси понимал, что теперь на него охотится вся Япония. У него не было ни оружия, ни большого количества денег. Зато было одно преимущество: он хорошо знал страну и был готов на все, чтобы остаться на свободе. Впереди его ждали 2,5 года скитаний. За спиной остались 9 сотрудников, которые не смогли его удержать. Маньяк понимал, что времени мало. Он быстро смешался с толпой, купил простую одежду и обувь. Мужчина не вернулся домой и не связался с родными. Вместо этого он начал двигаться на север. Тацуя избегал камер видеонаблюдения, крупных вокзалов и людных мест. Он спал в парках, в дешевых капсульных отелях и иногда в заброшенных зданиях. Первые недели маньяк постоянно менял внешность, но этого было мало. Однажды он увидел свое фото на постере. Мужчина понял, что родинки на лице выдают его сразу. В тот момент Тацуя зашел в общественный туалет. Он взял обычные ножницы и канцелярский нож. Без анестезии маньяк начал удалять родинки с левой щеки. Лицо кровоточило, но мужчина терпел боль. Потом он решил сделать губу тоньше и отрезал нижнюю часть. Боль была такой сильной, что он не смог закончить сразу. Через несколько дней он вернулся и довел дело до конца. Раны воспалились, и Тацуя пытался лечить их сам, покупал обезболивающее в аптеках. Он завязывал нос ниткой и иголкой, чтобы сделать его уже. Эти действия превращали его лицо в сплошную рану. Но именно это и было целью маньяка. Он хотел стать неузнаваемым. Полиция тем временем не сидела сложа руки. Они распространили тысячи плакатов по всей стране. Родители Линдси Хокер публично обращались к японцам с просьбой о помощи. Награда за информацию выросла до 10 миллионов йен. Люди активно искали мужчину, чье лицо теперь знали все. Тацуя не оставался долго на одном месте и продолжал двигаться. Он добрался до префектуры Аомори. Там он жил в горах, прятался в лесах и иногда работал на небольших фермах. Зимой маньяку было особенно тяжело. Холод проникал до костей, а раны на лице плохо заживали. Спустя несколько месяцев он отправился на юг. Тацуя нашел работу на стройке в районе Осаки. Он трудился по 12-14 часов под палящим солнцем. Коллеги видели в нем обычного молчаливого работника. Тацуя носил маску, говорил мало и держался в стороне. За 13 месяцев он сумел накопить почти 1 миллион йен. Эти деньги стали билетом к его новой внешности. На стройке он жил в общежитии для рабочих. Позже полиция найдет его отпечатки, но в тот момент никто не подозревал, кто находится рядом. Тацуя копил каждую йену и планировал следующий шаг. Когда денег стало достаточно, он решился на более серьезные изменения. Маньяк обратился в клинику пластической хирургии. Врачи сделали ему операцию на носу, удлинили и сузили его. Потом подняли переносицу и изменили форму век, чтобы глаза выглядели по-другому. Теперь его лицо сильно отличалось от того, что изображалось на постерах. Но Тацуя не остановился на операциях. Он продолжал путешествовать по Японии. Однажды мужчина добрался до крошечного субтропического острова Оха на юге. Маньяк питался дикими фруктами, рыбой и даже змеями, которых сам ловил. Тацуя проводил дни в полном одиночестве, размышляя о прошлом. 2,5 года пролетели в постоянном движении. Маньяк ни разу не связывался с семьей. Он не пользовался настоящим именем и всегда носил маску. Полиция несколько раз была близка к его поимке, но он каждый раз ускользал. Мужчина изучил страну лучше, чем многие местные. Он знал, где можно спрятаться, где безопасно работать и как исчезнуть в толпе. К осени 2009 года Тацуя решил, что пора двигаться дальше. У него было достаточно денег, чтобы купить билет на паром до Окинавы. Мужчина надеялся, что на Южных островах будет проще затеряться. В ноябре он прибыл в порт Осаки. Тацуя стоял в очереди на посадку вместе с другими пассажирами. На голове бейсболка, на лице
лице маска. Он старался не привлекать внимания. Сотрудники портовой службы и полиции регулярно проверяли пассажиров. Один из офицеров обратил внимание на мужчину с необычной внешностью. Что-то в его движениях и фигуре показалось странным. Полицейский попросил Тацию снять маску и показать документы. Маньяк пытался сохранить спокойствие, но напряжение выдало его. Когда документы проверили, подозрения только усилились. Через несколько минут мужчину окружили. Тацуи Тихаси был задержан прямо в порту Осаки 10 ноября 2009. 2,5 года после побега закончились. Полиция наконец-то поймала человека, которого искала вся страна. Когда ему сняли маску, офицеры увидели сильно измененное лицо. Нос стал длиннее и уже. Глаза выглядели по-другому. Щеки и губы тоже изменились. Но по другим приметам и отпечаткам пальцев сомнений не осталось. Новость о задержании мгновенно облетела всю Японию. Люди не могли поверить, что человек без лица наконец-то найден. Родители Линдси Хокер получили звонок, которого ждали долгие годы. Для них это стало хоть каким-то облегчением после огромной боли. Тацию доставили в Токио. Следователи начали долгие допросы. Мужчина сначала отрицал свою причастность, но постепенно стал давать показания. Он подробно рассказал, как жил в бегах. Тацу описал, как сам себе делал операции в общественных туалетах, как работал на стройках под палящим солнцем и прятался на необитаемом острове. Следователи слушали его историю с удивлением, и постепенно, шаг за шагом, полиция восстановила весь путь его скитаний. Тацу жил в горах Аомори, работал в Осаке 13 месяцев, плавал на остров Оха. Он питался тем, что мог найти, и постоянно менял места. Мужчина ни разу не пользовался банковской картой и телефоном. Он полностью ушел в тень. Во время обысков в местах, где он прятался, нашли важные улики. Отпечатки пальцев, ДНК и личные вещи подтвердили его путь. Эксперты также изучили все изменения внешности. Врачи подтвердили, что Тацуя действительно провел несколько пластических операций и множество самостоятельных манипуляций. Его лицо превратилось в настоящий кошмар. Маньяк рассказал, что сразу после преступления он понял – нужно бежать. Тацуя не планировал сдаваться. Мужчина говорил, что просто хотел исчезнуть и начать новую жизнь. Но следователи видели в его действиях холодный расчет. Тацуя методично уничтожал все связи с прошлым. Маньяк сидел в камере и ждал суда. Теперь ему предстояло ответить за совершенное преступление. За процессом внимательно следила вся Япония и даже международная общественность. Суд начался в 2010 году в окружном суде префектуры Тиба. Тацуя признал факт преступления. Он подробно рассказал, как заманил Линдси в квартиру и как произошла трагедия. Мужчина говорил спокойно и иногда даже извинялся перед семьей жертвы. В зале суда он низко кланялся, но родители Линдси не смотрели в его сторону. Билл и Джулия Хокер присутствовали на всех заседаниях. Они требовали самого сурового наказания. Прокуратура настаивала на смертной казни. Представители обвинения подчеркивали жестокость действий Тацуи и то, как он пытался скрыть тело. Следователи представили все доказательства: ДНК, отпечатки, показания самого подсудимого. Защита же говорила о том, что у Тацуи не было предыдущих судимостей. Адвокаты отмечали его раскаяние и молодость на момент ареста. 21 июля 2011 года суд вынес приговор. Тацую Тихаси признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Судья объяснил решение тем, что у мужчины не было криминального прошлого и в 32 года еще оставалась возможность для исправления. Семья Линдси была разочарована. Они считали, что только высшая мера может принести настоящее облегчение, но приговор остался в силе. Позже его подтвердили и в апелляционной инстанции.
Тацуя не стал оспаривать решение дальше. Он принял пожизненный срок. Сейчас маньяк отбывает наказание в тюрьме Нагано. Условия там относительно комфортные по японским стандартам, но свобода для него потеряна навсегда. По закону он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение только через 10 лет после начала срока. Но шансы на это минимальны. История Линдси Хокер не забылась. Ее родители основали фонд в память о дочери. Они продолжают рассказывать о важности безопасности для молодых людей, которые уезжают за границу. Билл и Джулия часто выступают с лекциями и помогают другим семьям, пережившим подобное горе. Линдси навсегда осталась в сердцах тех, кто ее знал. Улыбчивой, полной жизни девушкой, которая просто хотела преподавать английский и открывать для себя мир. Дело Тацуи Техаси стало одним из самых известных в истории современной Японии. Оно показало, как далеко может зайти человек, чтобы избежать ответственности. Самостоятельные операции в туалетах, жизнь на стройках, одиночество на острове – все это вошло в криминальную историю страны. Многие до сих пор задаются вопросом, как обычный парень смог так долго водить за нос всю полицию. Тацуя изменил свое лицо до неузнаваемости, но прошлое изменить не смог. Теперь он проводит дни в камере. А как вы считаете, что самое жуткое в этой истории?